Всем привет, друзья! Сегодня я к вам снова с полезной информацией. Сегодня буду чистить вот такую вот грязную сковороду. Уже образовался тут кое-какой жир нагар, естественно, от пользования ею. Сегодня я хочу поделиться с вами необычным, интересным способом. Называться он будет 3 стакана. Довольно простой и бюджетный. Я думаю, эти ингредиенты должны быть под рукой, практически, я думаю, каждой хозяюшки. Это понадобится, то есть способ будет с помощью варки, буду варить эту сковороду. Для этого понадобится мне стакан горчичного порошка 1. То есть потом следующее понадобится стакан порошка любого, можно абсолютно даже самого дешевого, обычный стиральный порошок. И также понадобится стакан пищевой, либо можно взять кальцинированную соду, может даже будет лучше. У кого что есть, то есть у хозяюшки что есть под рукой, то можно использовать либо пищевую, либо кальцинированную. Итак, взял емкость больше, чем сковорода, налил туда воды, у меня там где-то, я думаю, литров 5-6 где-то получилось. Предварительно ее немного подогрел, чтобы так почти до кипения довел ее, чтобы потом долго не ждать. Теперь высыпаю каждый стакан, то есть высыпаю в эту воду. Также хочу отметить, что стакан у меня вот такой вот, это он у меня на 300 мл. Это просто, чтобы имели в виду для себя. То есть высыпаю все это, как говорится, добро сюда. После этого надо будет хорошенько все перемешать. Хорошо все перемешал. Теперь беру сковороду, опускаю в эту емкость. И буду для начала варить ее где-то, я думаю, минут 30 поварю. Потом уже посмотрим на результат. То есть сейчас опустил сковороду, довожу теперь воду до кипения и проварю где-то полчаса. Итак, проварилась у меня сковорода уже 30 минут. Я уже отключил газ. Теперь сейчас посмотрим, что там с ней происходит. Вот так вот она у меня уже, я смотрю, подочистилась. Сейчас нужно надеть на горячее. Такой вот надел на рукавник. Точнее для горячих вод. Что тут? Уже буквально я вижу произошла самоочистка, как видите. Буквально вот так вот я делаю. Просто этот жирный нагар прям легко, даже никаких усилий как таковых не прилагаю. Все счищается просто прекрасно. Я думаю, уже не имеет смысла, конечно, мне варить ее дальше. Уже сейчас просто возьму ее, под краном промою в раковине, естественно. Потом уже посмотрим на окончательный результат, что получилось. Конечно, мне загрязнение не такое было серьезное, поэтому мне было достаточно и получаса. Если, конечно, тут более такой серьезный, прям черный такой, я знаю, бывает нагар, жир и так далее, то, конечно, нужно будет так вот, я думаю, полчаса проварил, достал, посмотрел также, так вот какой-нибудь лопаткой, чем-нибудь так вот по сковороде поводил, все, что какая отходит грязь, сразу ее подзачистил, подубрал, и потом снова продолжаем варить до того момента, пока вся грязь не сойдет со сковороды. Итак, вот такой в итоге у меня получился результат. Теперь абсолютно чистая у меня сковорода, нет никакого жира и нагара. Все, я домыл ее в раковине, все теперь у меня везде, никакого жира, нагара абсолютно не осталось. Это тот момент, это вот от старого еще там было такое покрытие здесь осталось. Внутри тоже у меня, как я вижу, ничего с антипригарным покрытием не случилось. Конечно, сковорода у меня уже не новая, видно тут всякие вот эти вот коцки и так далее. Уже она работает, антипригарное покрытие, не так, как было с новья, естественно, но до сих пор оно все равно еще работает. Как бы можно здесь жарить какую-либо еду, приготавливать и так далее. Поэтому, как видите, способ рабочий, можно брать его на заметку, тем более я считаю, что он довольно бюджетный в цене, как бы и горчица вроде недорогая, если самый дешевый порошок взять, также либо кальцинированную, либо обычную пищевую соду, тоже в принципе все недорого. Результат получается действительно потрясающий, все очищается, как видите, без проблем. У меня вообще произошла как самоочистка, даже и никаких усилий не прилагал. Поэтому можете способ смело брать на заметку. Сегодня буду чистить вот такую вот грязную сковороду. По совету одного из подписчиков. Мне человек порекомендовал, очень эффективный способ. Я сегодня проведу эксперимент и попробую почистить сковородку. Итак, первое, что нам понадобится, это емкость больше, чем сковорода. Я для этих целей использую такой вот таз алюминиевый у меня. У меня уже немножко вода подогрелась, я заранее подогрел ее, чтобы долго не ждать. И
Нам понадобится порошок. Я насыплю где-то 2 столовые ложки на эту. Ну, у меня где-то на эту емкость. Даже, наверное, даже 3 насыплю. И белизна понадобится. Ее я буду использовать на эту емкость. Возьму 100 миллилитров. Все перемешиваем. Все перемешал, и теперь опускаю сковородку в емкость с раствором. И буду варить где-то минут 30-40. Потом уже буду смотреть на результат. Буду варить до такого состояния, в принципе, чтобы как до самоочистки. Итак, прошло полчаса, поварилась у меня на 5 полчаса сковородка. И вот пока такой вот результат. Вот так, подслезла грязь, как бы не прям все слезло. Ну и еще, наверное, оставлю, не знаю, может еще на полчаса. И потом уже будем смотреть результат там окончательно. И вот покипятил я еще полчаса, у меня где-то покипятилось. Я так еще, ну, пока кипятилось, я деревянной лопаткой так, как бы тут грязь по бокам везде подчищал. Вот у меня такой вот уже, я вижу, грязь подслезла, неплохой результат. Ну, тут как бы пена видно, но уже видно, что побелела сковородка. Сейчас я еще ее под краном ополосну уже и будем смотреть уже на результат окончательный. Итак, сковороду я отмыл, и вот такой вот у меня результат. Я как бы так в принципе доволен, прям не ожидал, что так метод хорошо довольно подействует. И теперь давайте я вам дам несколько советов. Первый совет — это то, что порошок и белизну можно добавлять в больших количествах. Я думал, что будет большое пенообразование, если много добавить, но нет. Как бы пена была, но она потом просто осела. Второй совет — это то, что посуда обязательно должна быть, то есть сковорода, либо другая посуда должна быть полностью покрыта раствором. Нужно, чтобы она прям вся в растворе кипела. И вот такой вот у меня сегодня был эксперимент. Если у вас есть свои какие-то способы или методы чистки, то напишите в комментариях. Будет интересно почитать, и в дальнейшем можно будет проверить, тоже поэкспериментировать. И если понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. И всем пока!